Итак, всем доброй ночи. Продолжаем серию «Тайны знахарей. Изгонять дух болезни». Я повторяюсь еще раз. Во-первых, посмотрите серию, то есть ролик, извиняюсь, «Тайны знахарей. Учимся изгонять дух болезни». Там я подробно об этом рассказываю и объясняю. Это первое. Второе. Я объяснила и сказала, что лечить человека обязаны и должны врачи. Но если нет возможности пока обратиться, или это незначительная пока болезнь, и можно заговорить, потому что более сильные болезни заговаривают только ведьмы или знахари, то велика вероятность, что вы заговорите, и оно пройдет. И объяснила, что дух болезни, если вселяется в человека или в человеке живет, если его не изгнать, то через некоторое время болезнь возвращается. И поэтому намного эффективнее лечение человека, когда вместе с врачами вы проводите еще и ритуал. Вы знаете, вот потом, когда вот я просто говорю пару ласковых слов, обижаются, вот, грубиянка, понимаешь, обидела бедных, несчастных. Я не знаю вообще, а что нужно в таком случае делать? Во-первых, это такая наглость, нахальство. У меня огромное количество шепотков для здоровья. Природа вам в помощь от кожных заболеваний. Дальше. Заговоры с водой для исцеления. Очень много. Несколько тысяч. Это же не первые единственные заговоры для здоровья, которые я вам дарю. Их огромное количество. И даже если вы новичок, вы могли бы догадаться от моих роликов, что они есть уже, такие работы. И как всегда, одна часть разумно принимает и благодарит за такие дары. Вторая часть считает, что им обязаны все и вся. И ничего тут такого нет, если в наглую, в час ночи, тут же, как только загрузилась на моем канале, да, точнее, загрузился ролик, наверное, они даже не просмотрели, так пролистали. И тут же мне пишут, что вот я не могу сделать, а вы можете сами мне сделать через фотографию. Я говорю, вообще-то это дается всем, и каждый может это провести, поэтому я, собственно говоря, и создала для обычного человека. Ну, а вы можете мне сделать? Вы знаете, обычно, когда такое пишут, я просто спрашиваю, а вы знаете, что если я такое сделаю, я возьму с вас плату? Ответ. Вы же говорите, что знахари вот с больных не берут. Вы слушаете то, что вам удобно. То, что для вас выгодно, вот это вы и слушаете. Да, знахари не берут. Но если знахарь говорит тебе, что надо делать, а ты говоришь, я не хочу делать, делай за меня, тогда я имею полное право тебе сказать, тогда оплачивай эту работу. Готов? То есть вы, вот, извиняюсь за выражение, наглое быдло, приходите с мыслью, что я читать не буду, потому что мне лень, а ты сделай, а знахари за это не берут. А зачем мне это надо? Вопрос. Для чего я тогда подарила вам? Тебе зажечь свечу читать лень. Я должна тебе сделать. И сделать бесплатно, потому что я же обязана по гроб жизни, правда? Следующий момент. Внизу заказы. А дайте нам вот от этого, от того. 100 раз сказано. Я ненавижу, когда пишут внизу заказы. Заказы не раздавайте, вы не в ресторане. Я буду снимать и говорить о том, о чем я посчитаю нужным, для чего у меня будет время и к чему мой зритель готов. Это 2. И далее. Ой, спасибо, у моего сына слух упал как раз, как хорошо, вот я сейчас начитаю, сейчас запишу. Вы слушать умеете? Слушать. Знаете, что такое слушать? Вы способны вообще слушать? Где вас воспитывают?
О чем мы разговариваем? У вашего ребенка слух упал. Любой нормальный человек бегом пошел бы к врачу. А вдруг там что-то случилось? А вдруг он просто глохнет? А вдруг он совсем потеряет слух? Вам настолько поливать на ваших детей, что вы сидите, ждете, пока я какой-нибудь заговор выставлю, чтобы просто вот бесплатно обошлось, правда? Не буду называть имя этой женщины, она себя узнает. Слух упал, я как раз прочитаю. Там не про слух написано, не про слух сказано. Там сказано ушная болезнь, отит, гной, воспаление. Вы слушать, чем слушаете? Объясните мне. Как легко и просто. Я к врачу тогда не пойду, я сразу начитаю. Вы знаете, вот таким матерям хочется плюнуть в рожу. Зачем вы рожаете своих детей, если вы элементарно даже к врачу его сводить не хотите, когда у него что-то болит или слух падает? Так ведь ритуал не сказано на восстановление слуха или от упадка слуха. Там сказано совершенно иное. Вы слушать вообще умеете? И вот такие вот существа возьмут, начитают, например, от отита и скажут, я начитал, ничего не помогло, слух не восстановился. Хорошо, что вы от геморроя не начитали, и вот от ушных болезней. И то спасибо. Я прям счастлива, что вы хотя бы к этому не применили. Фу, просто вот что-нибудь хочешь сделать доброе дело, знаете, а потом так гадят в душу и думаешь, да достойны ли они вообще этого всего? Я просто устала. Ну, я не могу. Я понимаю, что мы живем в таком обществе, и оно всегда было такое. Но в конце концов, вообще не пишите. Если вы ничего умного сказать не можете, вообще не пишите. Ребенка своего отведите к врачу. Слух падает не просто так. Я понимаю, может быть, вам плевать на своего ребенка, тогда сдайте в детдом, там его вылечат. Вообще, позорище, слов нет. Продолжаем дальше. Следующая работа, которую я хочу вам подарить. Итак, болезни рук и ног. Они имеют различные источники, и причины возникновения совершенно разные. Ну, например, там гормональные изменения, возрастное изменение, болезнь костей, да, различные там разновидности болезни костей и, в конце концов, возраст, обмен веществ, если нарушен, кровообращение плохое в суставах, что еще, наследственность, предрасположенность, подагра, травмы. Ну, подагру я не советую этим ритуалом лечить, она немножко другая. Я, по-моему, давала ритуал от подагры, напомните кто-нибудь внизу. Ну, артриты, нагрузки и прочее. Ну и в конце концов существует там, разновидности всяких болезней. Человек может простыть и всякое. Причин много. Итак, дух болезней, который заставлял болеть рукам и ногам, называли этого духа Апсин. И он выглядел как мужчина с копьем, который идет и колет, бьет острием, значит, по рукам и ногам. Поэтому вот начинаются колики, воспаляются, поэтому вены вздуваются и так далее. И изгоняли Апсина разными способами. И на основе вот того способа, который оставили нам знахари, я хочу вам подарить ритуал, точнее два. Первый для рук и второй для ног. Хочу объяснить, что то, что предназначено начитывать, когда болят руки, нельзя читать, когда болят ноги, и наоборот. Потому что и даже такие бывают вопросы. А можно то же самое сделать руками, ногами? Нет. С руками, ногами, глазами нельзя лечить одним и тем же все органы. Вот объясняю еще раз. Значит, за болезни рук и ног отвечает дух по имени Апсин, которого изображали, вообще считали, что он такой вот человек с копьем.
бьющий по рукам и ногам, ослабляющий руки и ноги. Еще раз говорю, вы можете читать своему ребенку, если это малолетний ребенок или маленький ребенок, у него болят ручки, ножки, вот просто по неизвестной причине. Сначала поведите к врачу, посмотреть, что там. Если это не опасная причина, ну просто там говорят возрастное, со временем пройдет, потом посмотрим, что там делать. Или не находят причину, или находят, но в то же самое время вы можете начитать, провести, и, естественно, процесс лечения пройдет быстрее. Первое. Вам нужно будет купить красную рубашку или красную майку, любую, красного цвета. Но такой материал, откуда можно вытащить нить, вот красную нить потом. Во-первых, значит, один день в этой рубашке человек должен спать, то есть переночевать. Он должен один день носить, одну ночь. День, ночь, неважно. Главное, чтобы ночью он спал в этой рубашке или в этой майке. На следующий день это снимается, откладываете в сторону. И ночью, вот ближе уже к полуночи подготовьте все. И после полуночи с 00:00 ночи и до 0:03, то есть с 12 ночи, ну так по-народному, грубо говоря, и до 3 ночи. Вот это, за это время. Объясняю еще раз для очень разумных людей, которые сидят и... А что, 3 часа читать? Ну, не знаю, как еще нужно говорить, чтобы было понятно. Значит, в этом промежутке, за это время, за 3 часа, вы можете за 10 минут это сделать, за 5 минут, насколько вы сможете. Значит, вытаскиваете из рубашки этой или майки красную нить. Эту майку стелите на алтарь. Далее ваши действия. Зажигайте 2 восковые свечи, любые, можно черные, можно обычные. Берете куриное яйцо, желательно деревенское, но если никак не получится, можете взять магазинное. Но хотелось бы деревенского, чтобы вы нашли. Значит, маленькую такую монету, которая там поместится, или 1 рубль, то есть копеечку, да, или 10 копеек, но маленькую, потому что там через это отверстие вы должны вытолкать. Вот берете яйцо, сверху делаете такую маленькую дырочку, просверлите как-нибудь аккуратно. Туда спускаете вот эту вот нить красную, эту монетку, эту копеечку туда кладете, кидаете туда. Далее. Ой, сейчас я поудобнее сяду. Значит, монетку и 3 иглы, ну, маленькие иголки в яйцо. Держите это яйцо, не переворачивая, чтобы это все не вылилось никуда. Вам нужно будет этим яйцом, значит, провести по рукам, вот как бы касаясь рук. Но таким образом не катать яйцо, а просто протирать. То есть вот, предположим, да, грубо говоря, сверху сделали дырочку, все это туда кинули, а потом просто протираете руки. Полностью там пальцы, рук, вот полностью каждую руку. И начитывайте на каждую руку по 6 раз. После того, как вы начитали, нужно гасителем или пальцами погасить свечи, которые горят. Кладете на эту рубашку или майку. Туда же, значит, это яйцо. Ну, оно там перевернется, выльется, что это уже вас не должно волновать. И завязывайте крест-накрест, ну, узелком. Завязывайте это все. Это должны вынести в тот же день. Можете вынести во дворе, например, положить где-нибудь, а потом убрать на следующий день, да, ну или днем, в течение дня. Это выносите, либо выкидываете на помойку, но не у себя в мусорке, а вот вы выносите из дома вон. Не выкидывайте, где попало, именно помойка должна быть. Либо выкидываете на помойку,
значит, либо кидаете в озеро, либо в реку. Если холодное время года, можете на помойку вынести. Но в любом случае есть регионы, где нет такого мороза, чтобы реки прям, знаете, покрылись льдом. Когда оставите это, ничего не нужно в это время оставлять. Ни откуп, то есть имею в виду не монеты, ни что-либо другое. Но болезнь рук вас надолго может оставить, а может навсегда. Но для профилактики, может через некоторое время повторить на всякий случай, чтобы оно не вернулось. Вот бывает у людей там всякие заболевания рук, руки болят постоянно. Я даже знала случаи, когда человек зарабатывал и пекла торты, а потом просто уже не могла, до такой степени у нее суставы болели. Вот проведите этот ритуал и надолго забудете об этой болезни, а может и навсегда. Для себя или для своего ребенка. Взрослый человек должен провести себе сам. Для мужа проводить нельзя, для матери нельзя, ни для кого нельзя. Только в том случае, если человек прям лежачий, еле двигается вообще, вот тогда может быть. Итак, проводим вот яйцом, значит, протираем руки, ведем по рукам, особенно по тем местам, где болит, и читаем по 6 раз. Ну, сначала левой рукой держите, проводите по правой руке, а потом наоборот. Апсин, ты здесь, но ты уйдешь. Болезни рук с собой унесешь. Если тебя наслали, чтобы себе обратно забрали. Если сам пришел, чтобы в черную бездну ушел. Апсин, апсин, уходи, сгинь, чтобы тебя тут не было. Заклинаю. Еще раз. Апсин, ты здесь, но ты уйдешь. Болезни рук с собой унесешь. Если тебя наслали, чтобы себе обратно забрали. Если сам пришел, чтобы в черную бездну ушел. Апсин, апсин, уходи, сгинь, чтобы тебя тут не было. Заклинаю. Остальные действия я вам объяснила. Теперь второй ритуал касаемо ног. Значит, берете картофель, такую большую картошку, разрезаете пополам и начинаете натирать ноги и читать. Ну, сначала на одну ногу, а потом второй половинкой картофеля, значит, на другую ногу. Читаем. Вот прям натирайте, и не надо смывать потом. Пускай будет у вас до утра. Оно там не особо мешает. Проводится в темное время суток. Натерли эту с этим картофелем. Значит, и нужно днем, отложите где-нибудь, прячьте это все, чтобы никто не трогал. И днем надо унести и закопать. Либо закопать, либо в снегу оставить. Смысл этого ритуала, этого действия в том, чтобы картофель там сгнил. Поскольку он вобрал в себя вашу болезнь, сгниет, и, собственно говоря, и болезнь сойдет постепенно. В тот же день, вот когда вы читаете, вам полегчает, но чтобы окончательно ушло, вам нужно будет отнести и закопать. Или кинуть в снег. Но лучше закопать. Было бы замечательно, если бы вы закопали. Пока земля не такая мерзлая, еще можно это сделать. Воду куда-либо на помойку нельзя. Только кинуть в такое место, где он будет гнить. И быстрый будет этот процесс. Птицам и зверям отдавать нельзя, естественно. Поэтому отнесите в такое место, где никто долго не найдет. Натирайте. Значит, вот порезали пополам картофель. И одной половинкой одну ногу натирать, читайте 6 раз. Потом другой, значит, половинкой вторую ногу читайте 6 раз. Естественно, еще раз говорю, если у вас маленький ребенок, вы можете ребенку провести. А взрослому человеку нет.
Даже если возрастное изменение ног, да, там варикоз или ну, из-за возраста, собственно говоря, эти все проблемы, даже в этом случае очень может быть, что надолго человек забудет об этой боли. Апсин, меня послушай, болезнь ног на земляной плод сойди. Светловолосая мать воды, темноволосая мать земли. Не моя рука меня лечит, а их материнская рука исцеляет. От боли мои ноги избавляет. Апсин, твоя рука пусть меня не держит. А вот это держит. Истинно. Ну, вот это имеется в виду вот этот вот картофель. Апсин, послушай, болезнь ног на земляной плод сойди. Светловолосая мать воды, темноволосая мать земли. Не моя рука меня лечит, а их материнская рука исцеляет. От боли мои ноги избавляет. Апсин, твоя рука пусть меня не держит. А вот это держит. Истинно. Заклято. Ой. Да. А что делать? Случайно извиняюсь. А что делать потом, я вам уже подсказала и объяснила. В этом случае, вот когда у вас болезни пройдут, вот как откупаться? Если силы вам помогают, вы сами подумайте, как откупиться от сил. Ну, покормите кошек, собак, сделайте доброе дело. Всегда знайте, что вам нужно какое-то добро отдать взамен на то, что вам помогают извне. Собственно говоря, в этих случаях именно так и делается. Ну что ж, удачи вам, здоровья и, пожалуйста, глупые вопросы не пишите. Мне и так очень загруженный график. Еще сидеть вот на эту ерунду, отвечать и нервничать, правда, надоело это все. Всем удачи.